Вы на канале Веркеса. Сегодня я запишу видео, какое я обещал, с помощью чего я завязал с пагубной привычкой, как курить. Сегодня я вам расскажу, покажу, по каким дням я принимал этот препарат, как он мне помог, какие были изменения, ну и все в таком духе. Сегодня я начал видео, конечно, с необычного места, с красивого. Вот посмотрите сами. Я сейчас нахожусь на реке, оке. Когда-нибудь все-таки я схожу на рыбалочку, отдохнуть. Здесь есть как бы место. Все, но это место как бы необычное тоже. Здесь когда-то люди защищали подступы от врагов. Это как бы типа вот тут создали люди как бы типа большого памятничка тем ополченцам в 1941 году. Сейчас посмотрим. Вот как бы такие мини-окопы. Вот что. Место, конечно, красивое. Очень. Вот, посмотрите. Ну, вот как бы так. И думаю, что и рыбалка здесь тоже будет очень красиво и хорошо. Ну вот сейчас я еще нахожусь здесь, подъехал. Святой источник в честь иконы Божьей Матери. Вот сами посмотрите, 1 километр. Типа. Кому будет интересно, я сделаю обзор, конечно, на это. Как там купальня, святая водичка и все такое. Красиво здесь, конечно. Природа. Что надо просто. Ну вот, ребят, вот этот препарат под названием Табакс. Я, конечно, не знаю, но, как бы сказать, как он помог мне избавиться. Я не сказал бы, что там, например, ты взял, выпил таблетку и как бы типа как сигаретину выкурил. Нет, такого, конечно, нет. Но, может быть, это психологически, может быть, как, но оно как-то работает. Вот. То есть цена, конечно, везде разная. Здесь у нас вот стоит столько. Где-то, может быть, стоит дешевле, может быть, где-то дороже. Ну, не знаю. Вот. Давайте распакуем, посмотрим, что у нас там будет, как и что. Вот здесь находится инструкция. Как бы здесь все так-то описано. Тут вот туда-сюда. Лясим-трясим. Ну а по большому счету, вот что мы видим. Представляют они вот такое. Как бы по дням все. Вот. Значит, первый день, видите, через каждые 2 часа. Первый день, то есть 6 таблеток. Второй день, 3, 4, 5, 6. То есть, если смотреть, как бы сказать, ну давайте вот с этой стороны начнем. Как бы сказать вот так. Вот видите, тут все показано, как бы первый день. Вот первый день, видите, черный идет.
черный, черный, то есть вот черный, второй день, третий день, четвертый день. И уже шестой день уже вроде как просветление. То есть пятый день, да, шестой, седьмой, восьмой, десятый, еще светлее, светлее. И в итоге тогда ходит до 25-го дня, когда надо будет принимать одну таблетку в день. То есть здесь все показано, насколько чего. То есть первые, вот я так, где тут, 7 дней, вот, 7 дней, то есть это все. Потом пошло на уменьшение, то есть здесь по 6 дней неделя. Ну, я вам скажу, могу сказать так. То есть вот где-то примерно на 10-й день, на 11-й, то есть у вас как бы уже не такая тяга к нему. Ну, вы думаете, что такой стул мешается мне? Вы думаете, как бы, ну не то, что вы, многие, кто заблуждается, конечно. То есть они напивают полкурса, да, то есть вот эту половинку пропивает, и вроде кажется им, что все, то есть как бы бросаем, вроде уже как бы тяги нет, все, я избавился, и как бы берут и выбрасывают как бы там куда-то в ящик или куда-то, и вроде как бы типа все. Вот видите, у меня во дворе тут травка подросла. Ну, продолжим. То есть, значит, лучше, конечно, всего пропить курс. То есть, даже если вам вы пропиваете вот это все, и вам потом легчает, то есть вы как бы думаете, что все, вы избавились от этого, но нет, вы заблуждаетесь, то есть через какое-то время вам все равно будет захочется курить, то есть и все. То есть лучше все, вы решили бросить. То есть идете в аптеку. То есть сначала первым делом, конечно, желание. Очень большое желание бросить. Только после этого вы идете и покупаете вот этот вот препарат. То есть без желания, без большого желания этот препарат работать не будет. Ну, по большому счету, конечно, я думаю, работает, наверное, желание. Но вот где-то примерно первый день может быть так, второй день будет очень тяжело, очень и очень, третий день еще тяжелее, где-то примерно пятый день, То есть получается, вот давайте посмотрим так, первый день, второй день, третий, вот где-то примерно пятый день, да, вот пятый день будет очень тяжелый, очень. Вот как по мне было, как у меня, то есть пятый день это было прям что-то, нонсенс. То есть такое желание было, что ничего не работает, то есть все это обман, все это туда-сюда, как бы все это везде кругом ложь и все такое. Но вроде как, когда начинаешь думать так, то сразу же возникает вопрос, для чего я это тогда начал. Так, в бане у меня горит, все хорошо. Для чего я это начал? То есть только зря. И берешь себя снова в руки и начинаешь как бы идти дальше и дальше принимать препарат и бороться с этим недугом. То есть это действительно это недуг курения, я имею в виду. Вот, как бы организм начинает очень сильно бороться, очень сильно сопротивляться, то, что вы не даете ему никотин. Вот. И из-за этого начинается, ну, у кого как, разные проблемы. Вот у меня, например, сводило ноги, да. У кого-то начинает там, ну, по-разному. У кого-то почки, у кого-то чего-то. Ну, правда, через, можно сказать, через вот когда я пропил вот этот курс, вот этот пропил я, да, то есть примерно через месяца, наверное, 3 у меня тоже начала болеть спина. Причем очень сильно болела спина. Я тоже сначала думал, что, я не знаю, простыл, наверное, так, или что-то такое. Хотел даже, ну, уже идти в больницу. Но опять тоже потом узнал, как бы, то есть признаки, то есть после того, что не за один день, не за курс даже, а много надо, много, то есть, наверное, даже год, а может быть даже и побольше, чтобы конкретно, ну, избавиться от этой зависимости. То есть бывших курильщиков, как сказал один доктор, не бывает.
То есть, но чтобы избавиться от этого, надо очень много времени. То есть ты не сразу привыкаешь к курению, к сигаретам, к никотину. Ты не сразу привыкаешь, а в течение там многого времени, то есть и не день, и не месяц, а, наверное, ты сам себя начинаешь приучать, вернее, к этому, к этой фигне. Она, конечно, и не нравится, я не могу сказать, что она мне прям из первой сигаретины понравилась. Мне просто, как сказать, да и все, наверное. То есть смотрят на окружающих, вроде курят, да, там в компании, это модно, это там, это туда-сюда. И ты начинаешь сам себя, ну тебе не нравится, а ты через силу. И в итоге вот это через силу приводит к тому, что ты уже потом, когда осознаешь, то соскочить тебе очень трудно. Ну, честно сказать, как вот. То есть, например, вот четвертый, пятый день, как я вытерпел. То есть было это все, это финиш, это я не знаю что, это я думал, я не выдержу, но просто меня, как сказать, я сам себя чем убеждал? Убеждал тем, что неужели я протянул 5 дней и я начну снова? То есть для чего я все это, для чего я не курил 4 дня, для чего я боролся там и думаю, нет, я дальше, 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 дальше пойду. В итоге, когда вот действительно так оно и есть, может быть, я не знаю, кто это доказал, но действительно, вот 10, когда идет просветление, вот здесь, да, показано просветление, действительно оно так и есть, уже все меньше, 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 ну, тяга уже меньше. Стараться не думать, конечно, стараться не думать. Возвращается, почему хочется есть, то есть возвращается, действительно, ты начинаешь ощущать запахи, причем очень офигенно ощущаешь запахи. Ты, например, не покурил вот эти, да, там 12-13 дней, то есть где-нибудь курит, я не знаю, метров за 200, легкий такой ветерочек, и ты начинаешь чувствовать этот запах сразу же начинаешь чувствовать запах. Я старался избегать этого запаха. То есть я думаю, блин, фу-фу-фу, не хочу ни нюхать, ничего, не это самое, забыть, 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 все, избавиться, избавиться, избавиться. Только сам себе вот это твердил. То есть там, ну, парни, там, друзья, там, или кто-то в компании, то есть я, ну, они закурят, я стараюсь уходить. То есть если ты захотел, решил, то надо только после этого нужно идти за препаратом. Так нет, ничего хорошего не будет. То есть избавился. Да, еще вот что. Снилось, долго снилось, примерно, наверное, месяца 4 снится постоянно, постоянно снится. И причем отчетливо снится, что вот, например, там, о, дождик пошел. Погода, конечно, да. Вот. Снится, конечно, прям отчетливо так все это. Я не знаю, как вам это передать словами. Ну, то есть во сне прям как будто достаю я сигареты, беру оттуда сигаретину, поджигаю, закуриваю, все отчетливо чувствую вот этот горький, вот этот едкий привкус, вот это и все такое. И во сне я понимаю, что как так? Я столько времени, ну, боролся с этой фигней и вроде как бы победил. И для чего я это делал? И я просыпаюсь. То есть я просыпался, там, я не знаю, ну, там, средь ночи. То есть, ну, в ужасе, так, как сказать, в таком, в плане того, что, блин, я опять, ну, начал вот это, для чего, зачем, и не знаю. И то есть это прям изо дня в день, и постоянно, постоянно, постоянно. Ну, конечно, ну, последние месяца полтора, все. То есть вот реально ничего пока нет, ничего пока. И действительно, ну, я не знаю, как сказать, я, наверное, сам собой, наверное, что ли, горжусь. То есть я реально победил эту фигню. И то есть я реально скажу, что это реально какой-то наркотик. Я не знаю, как это сказать, но трудно, очень трудно избавиться от этой фигни пагубной. Я не знаю, как еще сказать. Когда-то я там, ну, лет 17-16 там, я даже близко не осознавал, что это так. Ну, конечно, говорили старшие, да, там, и тоже папа говорил, и все, что, типа, не надо, не надо, не надо, то есть это, ну, плохо. Ну, я как-то не осознавал, не верил, что настолько это может быть плохо, что потом, ну, как сказать-то, реально не избавиться. Очень трудно. Вот как сказать. Ну, реально, конечно, избавиться, если захотеть. Но трудно, очень трудно избавиться. Вот. Так что, ребят, друзья, все, кто чувствует, что, ну, там,
что плохо уже, да, там уже чувствует, что дыхание там, да все там, блин, там все плохо, я не знаю, как сказать. Ты когда это все осознаешь, что уже все плохо, то есть, ну, я не знаю, там начинаешь задыхаться, начинаешь вот кашлять таким противным таким кашлем. Дыхание у тебя какое-то такое, там все пищит, скрипит, я не знаю, как сказать, на вдохе, на выдохе. То есть, ну, нехорошо это вообще, как бы. Вот. Вот, посмотрите, дождик. Наверное, тут не видно сейчас. У себя я, конечно, здесь сейчас. И то есть я рад, конечно, очень сильно, что я победил этот недуг. Но еще чего очень важное, важно очень, когда вы решили все-таки завязать с этой штукой, с этим курением, то есть вы берете вот эту штучку, вот, табакс, то есть решили, желательно не, ну как сказать, и с алкоголем подзавязать, ну хотя бы, я не знаю, на полгода, потому, когда, ну, то есть на начальной стадии, то есть там дня 3-4 вы попринимали препарат и думаете, о, там туда-сюда. Ну, не 3, ну, мы, например, не возьмем, грубо говоря, там 10, дней 10, да, 13. Вам кажется, о, все, вы избавились. Нет, вы ошибаетесь, конечно, вы не избавились. Даже курс, когда пропьете, и то вот 25 дней, здесь показано, как бы все туда-сюда, день, белые дни, вот видите, вот белые дни, тут туда-сюда, вот. Как бы все типа того, вы избавились. Ну нет, вы как бы избавились, но не до такой степени. Избавиться это надо, я говорю, больше полгода, а то и год, чтобы действительно же, ну, точно чувствовать, что у вас нету никакой тяги. Даже в любой компании, вот когда кто закурит, например, вы сидите, и у вас нет вот этой фигни, у вас, ну, у меня вот в данный момент, да, они закуривают, то есть, особенно когда покурили. Знаете, такое ощущение, вот, например, сидит человек, да, вот в машине, например, едем, да, например, я за рулем, он там сидел, или там, например, на улице он покурил, заходит, сел, или присел, как говорится, правильно, присел на пассажирское сиденье и выдыхает. То есть он не выдыхает не дым, а выдыхает именно вот этим запахом. Такое ощущение, как будто он там сейчас на улице банку с бычками залудил, поставил и ко мне присел. То есть, так, ну, я не знаю, такой этот запах, какими-то, ну, я не знаю, сырыми какими-то. Ну, это просто кажется, конечно. Ну, что плохо прям. Я не думал, что вот так вот именно, например, когда я курил, и от меня так же пахло. Ну, люди, которые не курили, так от меня чувствовали. Конечно, да, жесть, финиш. Не знаю, слов нет, конечно. Вот. Но и когда вы будете принимать вот препарат, то есть лучше, конечно, не ходить по дням рождения, и там, потому что там надо будет выпивать. А, ну, как сказать, там будет, наверное, я так думаю, что все равно курящие люди, то есть они пойдут куда-нибудь покурить, ну и, естественно, и вы с ними заодно. Вот. А там захочется закурить, чтобы накрыло, как говорится, получше. И все. И мочало начинай сначала. То есть, ну, будет все зря. Вот. Говорят, что там типа полнеешь и тому подобное. Это, да, я не знаю. Но это, конечно, временно. То есть я разговаривал, тоже общался с людьми, которые тоже бросили, которые вот на этот момент, они не курят уже 4 года, кто 3 года. Да, они тоже поправлялись. Почему? А из-за того, что улучшается, действительно встает на место обоняние, вкусовые рецепторы. То есть ты начинаешь, вот я еще раз говорю, ты начинаешь чувствовать за километр этот дым и тому подобное. И тебя постоянно тянет как бы на это. То есть они открылись у тебя, стали нормально работать, и тебя, ну, тянет захавать что-нибудь. Ну, еще плюсом того, что, например, на начальном стадии, там, например, дней 10, вам хочется что-нибудь вкинуть, чтобы, ну, там, как-то забыться, заэтоваться от этой вот тяги, от сигаретной. И да, и начинаешь полнеть. Я сам
нормальненько так, как бы сказать, поднял в весе. Наверное, килограмм около 20. То есть я сейчас нормально стараюсь сбрасывать. Как не то, что там это, я как ел, так и ем, конечно, как бы я стараюсь больше двигаться, больше турнички, больше всякие такие, занятия, как бы сказать, такие. Свежий воздух больше. Вот хочу пойти в зал. Вот. Но это будет, наверное, в другом видео. Как я пытаюсь убрать живот. Живот стал нормально, на нем такой слой сала, прям то, что надо. Я не знаю, как именно, наверное, как у верблюда. То есть вот это все лишнее откладывается именно в живот, вот эту прослойку такой. Вот. Как? Ну и все вроде, в принципе. Все будет в другом видео. Другие видео будут разные. Подписывайтесь, если было интересно. Ставьте лайки. Всем пока.